Здравствуйте! Сегодня мы поработаем над слоговой структурой слов со стечениями согласных. И для этого нам, конечно же, нужны наши символы. К, Т, С и Л. И сегодня я вам покажу два приема работы с такими словами. Первый прием будет посвящен работе со словами, где стечение согласных в середине слова. А во втором приеме стечение согласных будет в начале слов. Начнем с первого приема. Мы даем ребенку знакомый символ «к» и показываем ему картинки. И проговариваем. Ребенку нужно заканчивать всегда слово. Это дочка. Давай, я начинаю, ты заканчиваешь. Дочка. А теперь вместе попробуем сказать. Дочка. Хорошо. Это почка. Я начинаю, ты заканчиваешь. Почка. А теперь попробуем вместе. Почка. Отлично. Итак, вы можете отработать слова кочка, бочка и другие. Для второго приема нам потребуется синтезатор или любая другая игрушка, где есть клавиши. Мы показываем ребенку знакомые ему символы С, Т. И задача ребенка нажимать на клавиши и проговаривать звуки. С, Т, С, Т. И после того, как у него стало получаться проговаривать звуки более слитно, мы добавляем гласный. Например, А. И у нас получается ста, сто, сту. И после того, как он хорошо выполняет данную задачу, мы начинаем проговаривать слова. Смотри, что у нас есть. О, это же стакан. Слушай внимательно. Стакан. А теперь ты попробуй. Стакан. Умница. А еще у нас есть стол. Слушай. Стол. Слушай еще раз. Стол. А теперь ты попробуй. Стол. Да, и так мы можем подобрать стул и другие слова. Таким же образом вы можете отрабатывать и другие стечения согласных. Например, кл. И у нас будут слова клад, клоун, клыки и так далее. На сегодня все. Ждем вас завтра.